Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости, подписчики моего канала. В этом видео покажу, как из простой резинки 1 на 1 связать вот такую вот пышную воздушную резинку. Очень-очень простым способом. По сути, эта резинка вяжется точно так же, как резинка 1 на 1, только с небольшими секретами. Посмотрите, какая она мягкая, пышная, вот с такими вот ажурными дырочками в центре вытянутых лицевых петель получается. Очень мягкое эластичное полотно. Я думаю, таким узором можно связать свитер, кофту теплую, причем она будет пышная, воздушная, мягкая кофта. Также можно вязать шарфы, снуды, шапки. С изнанки этот узор смотрится как обычная резинка 1 на 1, только более такая вот рыхлая и ажурная. Для вязания такой резинки потребуются спицы 2 номеров, очень толстые спицы и спицы средней толщины. У меня спицы номер 8 и номер 4. Я использую довольно толстую пряжу. Это у меня пряжа Alize Superlana Maxi. Здесь в моточке 100 грамм 100 метров, поэтому это очень толстая ниточка. Здесь даже можно было использовать спицы номер 10, самые большие, допустим, спицы номер 4 или спицы номер 5. Но у меня самые толстые спицы это 8, поэтому я провязала эту резинку спицей 8. Смотрите, если у вас будет пряжа чуть тоньше, можете использовать тоже максимально толстые спицы и спицы вторые в 2 раза тоньше, допустим, спицы номер 7 и спицы номер 3 или 3,5, чтобы сформировать вот такую вот пышную резинку. Итак, приступаю к вязанию. Набираю петли для вязания резинки и вначале использую самые толстые спицы номер 8. У меня круговые спицы, поэтому не обращайте внимания, что вот вторую спицу я защепила, чтобы она не болталась. Если у вас прямые спицы, то используйте их как обычно. Итак, я набираю петли обычным простым классическим способом. И для вязания резинки набираю четное количество петель плюс 1. Именно для того, чтобы начинать вязание с лицевой петли и заканчивать тоже лицевой петлей. Плюс 2 кромочные, учтите, что они уйдут на боковые стороны. Поэтому я наберу 21 петлю и 19 петель будут участвовать в узоре. Итак, набрав необходимое количество петель на толстую спицу, поворачиваем работу и приступаем к вязанию первого ряда. И для вязания первого ряда берем уже тонкую спицу. Первый ряд учтите, что это будет лицевой ряд, и каждый лицевой ряд мы будем провязывать тонкой спицей. Первую петлю снимаю, не провязывая. Далее начинаю вязать первую петлю и вяжу ее лицевой за вторую стеночку, то есть как лицевую скрещенную. И причем, дорогие друзья, смотрите, сейчас я сделала просто рабочей нитью вот накид, накинула рабочую нить просто на указательный палец. Необходимо тонкой спицей вязать более плотно, поэтому лучше всего рабочую нить 2 раза обернуть вокруг указательного пальца, чтобы у вас петли были затянуты. Итак, первую петлю провязали лицевой скрещенной, далее вторая идет изнаночная. И повторяем: лицевая скрещенная и изнаночная. Еще раз повторяю: лицевая скрещенная и изнаночная. Петли у нас на тонкой спице затягиваются, поэтому этот ряд провязывается довольно плотно. Итак, вяжу до конца ряда. Повторяю: лицевая скрещенная за вторую стеночку и изнаночная. Так как для узора я набирала специально нечетное количество петель, то заканчиваю ряд
лицевая скрещенная, остается у меня кромочная петля, провязываю ее изнаночной. Первый ряд провязан, поворачиваю вязание, начинаю второй ряд. Для второго ряда при вязании толстой спицей необходимо петли вытягивать свободно, поэтому я просто накидываю рабочую нить на указательный палец, не делая второй оборот. Первую петлю снимаю, далее идет изнаночная, провязываю обычной классической изнаночной, вторую лицевую провязываю за вторую стеночку лицевой, лицевая скрещенная. Петли вытягиваем свободно и повторяю: изнаночная классическая, лицевая скрещенная, изнаночная классическая, лицевая скрещенная. Заканчиваю второй ряд, изнаночная петля идет и кромочная, которую тоже провязываю изнаночной, и поворачиваю вязание. Начинаю вязать третий лицевой ряд, и в работу идет тонкая спица. Далее, по сути, мы вяжем узор резинки по рисунку петель, и каждый ряд мы чередуем спицы. Все лицевые ряды провязываем тонкой спицей, и при этом делаем на указательном пальце 2 оборота рабочей нитью, чтобы у нас петли провязывались туго. Первая кромочная, далее по рисунку лицевая скрещенная над лицевой и изнаночная над изнаночной. И повторяем: лицевая скрещенная, причем смотрите, как свободно вытягиваются петельки предыдущего ряда, и изнаночная, лицевая скрещенная и изнаночная. И так провязываем этот ряд. Перехожу к вязанию 4-го ряда резинки. Это изнаночный ряд, который провязываем толстой спицей, и петли этого ряда вяжем свободно, поэтому просто накидываем рабочую нить на указательный палец. Первая петля снимается, далее вяжем по рисунку: изнаночная над изнаночной и лицевая скрещенная над лицевой. И так повторяем до конца ряда, и петли провязываем свободно. Дорогие рукодельницы, я связала второй образец более высоким. Посмотрите, как смотрится полотно с лицевой стороны. Оно отлично тянется как в продольном, так и в поперечном направлении, как резинка. С лицевой стороны вот такая пышная резинка, с изнанки как классическая резинка, но такая более ажурная. Я думаю, для шарфа отлично подойдет такой узор. Также буду разбирать, как вязать этот узор по кругу для вязания шапки. И буду вязать жилет или безрукавку. Поэтому не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить выход новых видео.